Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные снасти и рыболовные мережи». Сегодня мы разберем пример, скажем, меня попросили защитники животных сделать непосредственно им сеть для отлова диких собак и больных собак. То есть непосредственно для того, чтобы, они их отлавливают, там сдают, лечат, вылечивают, потом пристраивают, если собаки нормальные. То есть в таком ракурсе. То есть помогает им, делают необходимые там прививки, всякие вещи, вылечивают непосредственно собак, кошек, отлавливают они. И они попросили меня сделать сеть. Скажем, такая сеть, она будет. Потом я попрошу у них видео, как будет сеть это ловить они и будут, да. Если, конечно, предоставят, вы же понимаете, да, могут забыть еще что-то. Но просто покажу немножко суть, да. Мы не будем ее там делать по кругу, вязать. По кругу там, как кастинговая сеть вяжется, я потом сяду, будет время, вам это все покажу. А сейчас просто будем делать там круговую, скажем, сеть для отлова вот именно этих собак, да. Значит, она будет непосредственно в диаметре 4 метра. 4 метра это будет сеть. То есть круг такой будет непосредственно 4 метра. И там будут стяжки идти. Там на карабин она будет вешаться. То есть, способ там пришлют видео, вы посмотрите. Мы просто на этом примере посмотрим, что такое, скажем, там круговая просто с готового полотна сеть. Значит, непосредственно мы с вами будем делать. Да, нарисую я схематично круг. Будет вот такая круглая сеть. В ней, значит, будет непосредственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть она будет вот так выглядеть по кругу. Ее, значит, диаметр ее будет 4 метра. Радиус, значит, 2 метра. И тут будут такие идти, у него продето будет шнур по кругу. И идти такие стяжки. Вот так стяжки будут идти. Вот такие стяжки будут идти сюда. И еще дальше будут стяжки вот так продолжаться. И вот она будет так располагаться, и, скажем, здесь она будет крепиться, и идти там на карабин, и где-то вдалеке будет стоять человек, который будет стягивать эту всю конструкцию, и то есть будет происходить отлов. Значит, радиус у нас 2. Мы будем готовить вот сеть вот с готового полотна, непосредственно, да. Скажем, что для этого необходимо. Значит, для этого необходимо, во-первых, это необходимо узнать окружность. Чтобы узнать эту окружность, сколько необходимо шнура, сколько там в точках, сколько необходимо полотна. Значит, окружность никто не изменял, не отменял. 2πr. 2πr равняется 2 умножить на 3/14 и умножить на радиус 2 метра. Равняется. Возьмем калькулятор, чтобы не считать. 2 умножить на 3/14 и умножить это на 2 метра. Равняется. Получится 12,56. 12,56. Пускай там 56 округлим с вами там до 13 метров. 13 метров. Округлим. 13 метров. Значит, 13 метров составляет этот периметр. Окружность. Окружность составляет 13 метров. Значит, нам необходимо с вами, значит, полотно готовое, да? Вот тут центр свяжем. То есть необходимо, если так рассматривать, как в жгуте рассматривать, нам необходимо в жгуте 2 метра. Но сеть будет разбираться, да. И чтобы меньшее количество ячей сюда применить, да, по кругу, по окружности, по этой. То есть 2 метра. Мы знаем, что нам необходимо с вами 2 метра.
Но это жгут. Плюс сюда добавим 25%. 25%. То есть это получится 2,5 метра. 2,5 метра это нам необходимо, то есть полотно 2,5. Из этой цифры, что нам 13 метров необходимо, нам необходимо с вами, если 1 к 2 делать, да, то нам необходимо с вами 26 метров. 26 метров. Если ячею сделать 1 к 2. 26 метров. 26 метров это ячея 50 у нас. Ячея 50, 50 миллиметров. Это у нас с вами будет 260 необходимо нам с вами ячей. 260 ячей на 50. Но, скажем, мы с вами добавим сюда 25, мы с вами добавим еще и ячею посадим не на 1/2. Сюда мы добавим еще плюс 25%. То есть нам по полотну надо будет с вами взять 3 метра. 3 метра, да? А здесь ячеи мы с вами уберем минус 25%. Минус 25%. 260. 260 минус 25% равняется 195. 195, нет, 20% уберем. 260 минус 20%. 52. 208 ячей. То есть нам необходимо с вами 208 ячей. То есть нам необходимо 208 ячей, чтобы вот эти все ячи, 208 их вот здесь было. Здесь они находились 208. То есть у нас с вами 208 ячей необходимо, да, и 3 метра. То есть 3 метра у нас будет радиус уже, скажем, этого непосредственно полотна и 208 ячей. Да, плюс мы будем эти 13 метров разделить на 8 участков. То есть размещая сюда шнур, делать здесь захваты и количество уже сюда ячей какое-то крепить. Это получится 208 разделить на 8 промежутков, 26 ячей. 26 ячей. То есть вот в каждой вот в этой штуке у нас будет располагаться с вами по 26 ячей. По 26 ячей. И значит у нас шнур 13 метров разделить 13 метров. 13 разделить на 8. Получится 1,625. 1,62. Вот это будет расстояние по шнуру. 1 метр 62 сантиметра. Ну, так как мы будем тут еще делать петли, и будет какое-то расстояние уходить, но все равно я буду замерять эти петли. Без разницы, какие они тут будут. Скажем, крепление вот здесь. Покажу, как крепится здесь. Но здесь все равно будет, то есть петля выходить, на которой будут крепиться уже вот эти шнуры. Петля, можно оставить ее небольшую, там, скажем, такое расстояние. То есть шнура будет уходить побольше. На таком там расстоянии, на каком-то расстоянии. Будет уходить побольше. То есть мы будем готовить вот такую непосредственно с вами сеть. Так как я буду использовать уже готовое полотно, и любое полотно Идель имеет вот такие, скажем, хвостики, да, мне придется, я ее буду обвязывать с этой стороны буду делать обвязку сети, и по центру я тоже буду делать обвязку. Дальше я вам покажу, как это будет делаться, да, но немножко расстилать я ее не буду, там 4 метра показывать потом. Ну, потом уже, говорю, если пришлют нам с вами непосредственно эти моменты, то уже посмотрим, как это, что будет выглядеть. Ну, здесь вот то же самое, я ее подготовил, завесил, да. Начну обвязывать уже непосредственно низ, да, плиточка вот на 5 сантиметров, и начну делать обвязку вниз. Сделаю обвязку вниз, потом сращу, полотна сращу вверх и сделаю с той стороны точно так же эту обвязку этой сети.
Ну вот, мы с вами подошли к завершению, я подошел к завершению. Обвязал я верх и низ этого данного изделия. Ну, я не стал, как раньше вам говорил, что обвяжу там, спущусь вниз и буду обвязывать вверх. Нет, я не стал этого делать. Я обвязал вверх, обвязал вниз, а потом уже соберу непосредственно край. Значит, почему в данном изделии, в данном виде, да, я стал применять именно так из готового полотна? Ну, не стал вязать, скажем, сеть по кругу, да, она была бы легче, она бы была, скажем, немножко попроще, полегче, меньше количество ячей бы здесь применялось. Потому что здесь, когда будет круг, центр, да, и будут отлавливать этих животных, будет собрано большое количество пучок ячей, да. Ну и собачки тоже будут хорошо, комфортно, удобно, мягко, да. Не будет эта сеть впиваться там в нее. Более мягко, ей будет комфортно. Потом, то есть я провел обвязку с двух сторон. И с одной стороны я буду вставлять шнур. Да. Тот же шнур Den-Line, который используется на мережах. Я буду просто заводить сюда вот петли, нижние петли. Заведу петли и уже сделаю тут, скажем, их вместе соединю. И потом уже вверх я поднимусь и сделаю вертикальный шов. Ну вот, вдел я все петли сюда, вдел вот эти все петли, вот они здесь все петли эти находятся, да. Там 207 петель. И когда будем сшивать, будет образовываться еще одна петля, 208 уже, да. Вот это расстояние, там, скажем, мы берем и точно так же буду я вплетать этот шнур, да. Вот там у нас 50-ка. Мне вполне вот этого расстояния хватит сюда вплестись в этот шнур. Ну и сделать такую же петельку, скажем, на 50. Да, кружочек здесь на 50 внутри. Да, точно так же я начинаю сюда то, что мы на уроках с вами проходили. Начну сюда вплетаться в этот шнур. Разбираю его. И начинаю уже вплетать. Вплетать с одной стороны. Сначала в одну сторону я вплетусь. Потом там обрежусь и вплетусь во вторую сторону уже. Обязательно, когда вплетаетесь, подтягивайте кончики, когда вплетаетесь, чтобы бандаж был непосредственно уже, ну, не такой грубый, был плотный и хорошо держал. Бандаж мне здесь необходимо где-то поставить, вполне хватит там по расстоянию где-то 8 сантиметров, его вполне хватит. Ну вот эти кончики надо на этом шнуре опаивать, ну просто здесь я небольшой как бы делаю, да, не стал этого делать, а так кончики опаять надо, будет удобно. Вот я вплелся сюда, да, небольшой сначала промежуток. Сюда я вплел. Эти края просто подрезаем ножницами. Если оставить опаянные, они будут цепляться. Эти края будут цепляться. Если их подрезать, то они уже цепляться не будут.
будут мягкие и эластичные. С одной стороны я вот сюда вплел небольшой промежуточек, да, там порядка там 2 сантиметров вплел. А в эту сторону, в эту непосредственно сторону я уже буду вплетать больше. Вот такое расстояние я возьму. Да. Обрезаю этот шнур. Теперь то, что я вам говорил, необходимо здесь, чтобы удобно было заплетать эти непосредственно концы, и они хорошо себя вели, их необходимо припаять, опаять зажигалкой. И точно так же мы теперь вот это все вплетаем сюда. Ну, в предыдущих видео мы с вами видели, как это делается, да, как вплетаются шнуры. То есть я уже показывать вам не буду, вам понятен процесс, я показал начало. Вплетаю сюда дальше. Ну вот сделал я этот бандажик вот здесь, да. И вот петли потом вот так разместятся равномерно здесь, да, вот. Закроется, и он такой же будет по, там, как и ячея. Как и ячея будет точно такой же. Да? Вот в серединке будет. Даже проще собачке будет опорожниться здесь. Ну и теперь начинаем, как обычно. Не забываем вокруг накинуть, чтобы петля была верхняя создана. Да? Делаем, прогоняю я вниз, и потом покажу уже дальше, как крепление веревок там пойдет. Ну вот теперь мы возьмем шнур. Шнур тройка, вполне нам хватит тройки шнура. Необходимо сделать 4 веревки. 4 веревки, да, отмерить расстоянием, скажем, здесь по 4 метра. 4 по 4. Ну, это, скажем, ну, не принципиально, сантиметр 2, скажем так. Беру линейку, метр, 2, 3, 4. 4 метра я отмерил, 4 метра. И необходимо 4 таких веревки. Обрезаю, также замеряю еще дальше. Две сделали. Три. И четвертую делаем. И необходимо еще будет 2 веревки по 2 метра. Четыре веревки мы тут подготовили. И 2 веревки необходимо будет по 2 метра. Ну, я возьму чуть побольше, 2,5. Петлю там больше сделаю. Метр, 2,5. 2,5 и необходимо будет 2 веревки. Эти веревочки я в сторону. С этих веревок необходимо что? То есть эти 4 веревки мы вместе складываем. Да? Сложили вместе. И с этой стороны просто делаем петлю.
Просто делаем вот такую петельку. Ну, чтобы запустить сюда еще веревку, скажем так. Вот сделаю петельку. И на всех 4 делаем такие петли. Мерить их нет необходимости. Скажем, более точные тут замеры не нужны по этим петлям. Они потом подзатянутся и хорошо сядут. Сильно даже их не протягиваю, потому что они потом затянутся сами. При использовании они втянутся уже основательно. 4 мы подготовили. С тех двух которые мы по 2,5 метра сделали, здесь мы их вместе вот так прогоняем, тоже до середины, потом в обратную сторону их сложили вместе. И вот так уже здесь непосредственно вверху делаем общую петлю. Но вот здесь захватную петлю мы с вами 2 раза ее оденем. Она не должна нам, не нужна, чтобы она затягивалась. 1, 2. Потому что сюда будет крепиться уже центральная веревка, центральный шнур. Вот за эту петлю. И она будет оставаться такая, какая она есть. Вот такая. Тут двойную мы сделали, подготовили. Теперь необходимо весь шнур, который вот у нас есть, и то, что мы с вами непосредственно по диаметру измерили, что нам там необходимо 13 метров, да, с каким-то расстоянием. Сейчас мы просто этот шнур, весь шнур, прогоняем в эти петли. Без разницы, она связана по кругу, и без разницы, с какой стороны вы берете, да, и просто прогоняем по всем этим петлям, просто загоняем этот шнур. Ну вот, я прогнал весь этот шнур, да, по всем петлям. И здесь я просто на последней петле, скажем, ну вот оставлю вот столько шнура, да, и просто там его подвяжу здесь. Просто подвязал. И отсюда я начну уже отсчитывать, как мы с вами уже и разобрали. Нам необходимо, то есть здесь 26 ячей, и размерность там 1,62 м. Не актуально здесь более точность, там можно 1,65 м там сделать, то есть, скажем, нет такого как бы ограничения в допуске. По ячеям, да, есть. Начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Значит, здесь между 26, скажем, и 27. Теперь мне необходимо по шнуру этому отмерить 1,62 м. Наше расстояние 1,62 м. Вот я буду отмерять это расстояние, скажем, ну там 1,63 м, 5 там, будем говорить, там плюс-минус 2 сантиметра роли не сыграет здесь никакой. 50 метр, метр 50. Ну, давайте я возьму 1,50 м. У нас 1,62 м, 12 здесь, да. Ну, я возьму 1,65 м. Вот так, 1,65 м. И здесь я сделаю точно такую же петельку.
небольшую петельку, как я там и делал петлю эту на тех завязочках. Вот я сделал эту петельку. Теперь непосредственно вот к этой петельке я беру уже заготовленные наши веревки по 4 метра, да, и один конец этой веревки, первый конец этой веревки я сюда вот вдеваю и делаю раз оборот, два оборота, 3 оборота, к примеру, 3 оборота сделал, да, и начинаю это подзатягивать. Вот сделал вот такой вот крепеж. Мало взял конец, мало взял ее. Вот делал. Раз, два, три. Побольше кончик мы оставим. Вот 3. И вот получился, даже тут в принципе 2 хватит. Здесь хватит 2, но я сделал 3. Вот такая петля. Вот с таким оставил расстояние, да. Ну, постараюсь на других точно так же такое же расстояние вывести. Вот я затянул. Все. Теперь продолжаю дальше. Продолжаю дальше здесь. Точно так же отсчитывать 26 петель. 26 петель. И делать расстояние. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24, 25, 26. 26. Между 26 и 27 я беру шнур. Замеряем опять от этой петли расстояние. 1,65 м. Метр. 1,50 м. И 15. И делаю такую же маленькую петлю. Сделал петлю и опять уже к этой петле, непосредственно к этой петле, креплю второй конец вот взявшего, которую взяли мы веревку. Также его продеваю. Раз, два, три. Подзатянул. Да. Ну, вроде такое же расстояние осталось. Ну, если немножко сыграло, не суть. Да. Ну, такой же вроде бы. И теперь делаю так же. И уже другой шнурок беру и закрепляю. И прогоняю так это все по кругу. Ну вот, когда мы подошли к завершению, я здесь уже отмерил, да, наше расстояние. И вот здесь, от которого узла мы с вами замерялись, да, начали отмеры. То есть я непосредственно здесь подразвязываю. Вот это расстояние. Вот они, два расстояния. То есть туда пошла веревочка и вот здесь веревочка, да. Ну, я здесь просто, скажем, подрезаю и делаю просто здесь просто подрезаю, ну, скажем так, подрезаю.
Здесь просто делаю узел на наше расстояние. Сделал узел. А здесь уже непосредственно двойной, чтобы оставить эту петельку. Двойной. Раз. Два. Чтобы оставить петельку, чтобы зашла у меня туда веревка. Сделал двойную. Да, эти оставлю. Концы вот так, скажем. Да, оставлю. И сюда уже заведу последнюю, непосредственно последнюю веревку. И вот у нас с вами сверху непосредственно образовались, да, скажем, на концах. Там у нас тоже расположены с вами 4 петли. 4 петли. И те 4 петли мы также с вами закрепляем. Те 4 петли уже вот на эту конструкцию, которую мы подготовили. Тут 4 хвостика. И те 4 петли мы просто крепим. Просто крепим. Ну, еще раз сказал, что мы попросим сотрудников данного предприятия, чтобы они нам предоставили ролики. Мы уже посмотрим наглядно, как это будет выглядеть, как это будет происходить. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, удачного дня. Подписывайтесь на канал. Много интересной информации будет предоставлено. Спасибо.